Всем привет, меня зовут Надя, мне 21 год, и я вступила на скользкую дорожку сильных и независимых. Как все это началось? Ну, все просто. Для начала я сняла квартиру в Москве. Ну, как в Москве, я все-таки начинающая сильная и независимая женщина, поэтому я сняла ее в Подмосковье. И поначалу, знаете, мне даже очень нравилось. Ты можешь ходить в растянутых труселях, петь песни громко, я не знаю, есть доширак и не переживать, что тебе может кто-то что-то по этому поводу сказать. Но это только днем ты не переживаешь, что кто-то может тебе по этому поводу что-то сказать. Ночью ты еще как переживаешь. Все ухудшает еще и, знаете, новые звуки. Например, вот мой холодильник по ночам булькал. И я на полном серьезе забивалась в угол комнаты, заливалась вином в надежде просто уснуть. И это второй этап становления сильной и независимой. Ты начинаешь заливаться вином и быковать на все, что ты видишь. На телевизор, холодильник, микроволновку. Чертовой техники тебя не запугать. Еще бы в тебе 2 бутылки вина и пирожок. Ты сейчас вообще бесстрашная. Но про телевизор это я зря. На данный момент это моя единственная любовь, поддержка и опора. Как показывает практика, ему тоже доверять на все 100% не стоит. Вот он меня предал. Вот вы смеетесь, а он меня предал. Однажды, сидя дома в одиночестве, я клялась ему верной любви и верности, как вдруг внезапно он перестал мне просто показывать каналы. Просто начал на меня шипеть. Типичный мужлан, подумала я на тот момент. И кинулась в слезы на всякий случай, и начала его умолять, там, не бросать меня, но он был непреклонен. Мне пришлось позвонить всем моим подругам, таким же сильным и независимым, как я, а у меня их, оказывается, целых 1. Вот. Как-то так вышло, да. Звоню я этой подруге, говорю, срочно приезжай, у меня проблемы, меня бросили. Она, естественно, приехала не одна, собрала целую команду поддержки. Значит, сидим мы на кухне, я, моя подруга и ящик алкоголя. Сидим и ведем феминистские беседы. Феминистские беседы – это главный пункт. Без них никакой речи о независимости просто не может быть. Ну и как по сценарию, в один момент я говорю, за что я? С телевизором, что ли, не справлюсь? Нафига мне мужик? Ну, отнесли телевизор, короче, в ремонт на следующее утро. Да, и иду я такая вся в мыслях уже из ремонта, несу телевизор, выхожу из метро, и тут ко мне подбегает женщина. И кидает в меня котенка, вот буквально она в меня его кидает и говорит, это судьба, и начинает меня упрашивать забрать себе котенка. Я, растерявшись, подумала, что как-то резко начался 3-й этап становления меня как личности, но спорить не стала, что против судьбы не попрешь. Пришлось забрать котенка, приехала я домой, лежу, смотрю на это маленькое пушистое чудо и думаю, осталось 39 котов. Поплакала, естественно, и успокоилась, ладно. Ну что делать, осталось так осталось. Вообще, кто-нибудь знает, как это случается? Как вообще можно накопить 40 котов? Я имею в виду от первого кота до последнего 40 лет. Это, знаете, очень большой возраст для котов. Я не знаю, может они там, вот я первого кота завела, да, и дальше они начнут размножаться почкованием, возможно. Или, знаете, я как-то ночью проснусь от звонка в дверь, выйду полусонная, открою дверь и увижу там всю эту гурьбу, 39 кошек. И они такие посмотрят на меня и скажут, мы точно по адресу пройдут и начнут тут жить. Скорее всего, я как-то так себе это представляю. И вообще, знаете, когда ты начинаешь жить одна, ты становишься очень суеверной. Прям вообще, то есть, ну, как, мало того, что одна, так еще и без мужика, с котом. В общем, суеверие так и прет из тебя. Так вот, я однажды была недавно тут буквально на свадьбе у подруги моей, и начался вот этот вот обряд последней надежды, когда невеста кидает букет. Ну, в общем, все, значит, девочки вышли, стали прямо за спиной невесты, а я бывшая волейболистка, чтобы вы понимали. Я так прикинула траекторию букета, куда он полетит. Ну и встала чуть подальше от того места, от греха подальше, перекрестилась, стою, танцую. Стою, танцую, все. Невеста начинает кидать букет, и я вижу, как этот букет начинает лететь в меня. И, ну, я же волейболистка. Я встала в стойку, сгруппировалась, хотела принять этот букет, сделать передачу, все как очень хороший либеро. Значит, принимаю я этот букет, и он застревает у меня между рук своими ветками. Я думаю, ну все, поднимаю глаза и вижу, как на меня бежит очень тучная женщина. Я почувствовала себя как на американском футболе просто. Я хватаю, вцепилась в этот букет, разворачиваюсь, пытаюсь убежать, но, знаете, я была на каблуках.
В общем, маневр мой не удался. Буквально через 2 шага я свалилась, держу этот букет, молюсь просто всем богам этого мира. Эта женщина наклоняется надо мной, отрывает кусок букета и такая: на счастье. С таким остервенением, знаете, у меня такая единственная мысль в голове была: это мое будущее. Подумала я и пошла допивать остатки виски. Да и вообще, знаете, когда начинаешь жить одна, не только становишься суеверной, но и вообще все твои ориентиры жизненные меняются абсолютно. То есть ты начинаешь радоваться таким вещам, о которых вообще не подозревал, что можно радоваться. То вот так недавно, да, буквально позавчера ходила я в магазин, и там была акция. 1,5 килограмма, нет, вы только вслушайтесь, 1,5 килограмма макарон за 40 рублей. 1,5 килограмма макарон за 40 рублей, Карл! Я не знала, моему счастью не было предела. Я с этой пачкой прям по магазину танцевала, серьезно. На меня смотрели как на городскую сумасшедшую. В общем, я решила, что такую экономию надо срочно обмыть, и купила бутылку вина за 2000. Ну, как вы понимаете, экономист из меня не особо хороший. Ну, что поделать, женщина, она и есть женщина. Пусть сильная, пусть независимая, но все-таки женщина. Спасибо, что вы были со мной, и хорошего вам дня.